Цветы, о которых сегодня пойдет речь, способны создать неимоверно яркие и привлекающие внимание акценты в саду. Можно с уверенностью сказать, что среди прочих растений они выделяются своим эффектным и продолжительным цветением, которое сложно не заметить. К сожалению, об этих многолетниках далеко не многие знают. Но, как мне кажется, подобные цветы заинтересуют не только начинающих, но и более опытных цветоводов. Красить передний план цветников, каменистые садики или пинарии может такой цветок, как левизия. Этот многолетник родом из Северной Америки и относится к семейству Монтевые. Он также считается суккулентом. В зависимости от вида и сорта, высота его розеток составляет до 20-30 см. Листва также может отличаться своими размерами, цветом и плотностью. Среди этого растения есть вечнозеленые и листопадные представители. Окраска цветов самая разнообразная. Цветы левизии эффектные, яркие и выразительные. Несмотря на скромные размеры розеток, этот уникальный многолетник выпускает шикарные соцветия, состоящие из невероятно красивых цветов, которые могут составлять в диаметре 5 см. За столь редкую и изысканную красоту левизию считают настоящей аристократкой среди цветов. Ее роскошное цветение часто приравнивают к магнолиям и рододендронам. У этого многолетника есть немало красивых видов и сортовых представителей, которые можно выращивать в открытом грунте средней полосы и как горшечную культуру. Особо эффектные так называемые гибриды, которые по своей красоте и обильности цветения легко затмят даже самые красиво цветущие растения. Гибридная левизия отличилась не только своим ярким цветением, но и неприхотливостью. Повторюсь, что среди многообразия видов этого многолетника есть как вечнозеленые, так и листопадные представители. Последние намного проще в уходе и хорошо переносят зимовку даже в садах с холодным климатом. Из наиболее популярных стоит отметить известный гибрид пинки, который от других отличается устойчивостью к переувлажнению. Очень красивая левизия Рой Эллиот с обильным цветением не менее 3 месяцев. Невероятно эффектные сорта Норма Джин с очаровательными розовыми цветками и Джордж Хенли с многочисленными яркими соцветиями фуксиевой окраски, из-за которых не видно даже листвы. Многие гибриды левизии зацветают уже весной и продолжают цвести до конца лета. Есть и те, что цветут до октября. Этот уникальный цветок подходит для выращивания в открытом грунте и в контейнерах. Он идеален для декорирования ракариев, каменистых насыпей и садиков, композиций из низкорослых культур и суккулентов, альпийских горок и склонов. Где бы вы ни посадили это растение, оно всегда будет привлекать внимание и послужит ярким акцентом в вашем саду. Левизию обычно высаживают на самых видных и парадных местах, на переднем плане цветников, клумб и миксбордеров. Ее также выращивают в контейнерах, на террасах, балконах и даже в домашних условиях. Однако этому цветку очень важно создать оптимальные условия для цветения и роста розеток. Почва должна быть хорошо дренированной и с кислой реакцией. В качестве субстрата используйте крупнозернистый песок, хорошо перепревший компост или гумус и кислый торф. На дно посадочных ям обязательно укладывают очень толстый слой дренажа. После посадки розетки мульчируют гравием или декоративной галькой. Имейте в виду, что левизия не терпит переувлажнения. Поливать ее поверху листьев и цветов нельзя. Место лучше выбирать с хорошим, но рассеянным освещением. Левизию можно высаживать между камней или рядом с более высокорослыми растениями, которые будут создавать ей легкую полутень в особо жаркие солнечные дни. Для зимовки в средней полосе наиболее подойдут листопадные гибриды. А вот розетки вечнозеленой левизии потребуется с осени накрывать от вымокания и утеплять агроволокном. Кустики также можно выращивать в контейнерах и заносить их на зиму в дом. Стоит иметь в виду, что иногда левизия при неблагоприятных условиях пропадает, но это не свидетельствует о гибели этих растений. Как только наладятся погодные условия, розетки вновь просыпаются. Этот изысканный цветок не нуждается в постоянных подкормках. Обычно его удобряют в летний период 1 раз в месяц, используя органические составы. Из вредителей сочную листву левизии могут повредить слизни,
хотя каменная обсыпка вокруг розеток иногда им препятствует. Еще один очень яркий и выразительный многолетник, на который стоит обратить внимание, это лобелия прекрасная. Многие садоводы средней полосы привыкли считать лобелию однолетником, но среди этой красивой обильно цветущей культуры есть и многолетние представители. Лобелия прекрасная отличается своей зимостойкостью и размерами. У некоторых ее сортов листва может иметь бронзовые или пурпурные тона, а высота кустиков достигать 60-90 см. Цветы около 3 см в диаметре. Лобелия прекрасная хороша тем, что может расти много лет, даже в садах с суровыми зимами. Для нее лучше выбирать видные и солнечные участки с рыхлой, питательной и умеренно влажной почвой. Застой влаги в корнях и частое переувлажнение это растение не любит, поэтому на дно посадочных ям необходимо укладывать слой дренажа. Среди лобелии прекрасной уже выведено немало эффектных сортов с красной, розовой и фиолетовой окраской соцветий. Цветение длится с июля по август. Отцветшие цветоносы лучше вовремя удалять. Кустики многолетней лобелии с каждым годом все более наращивают свой объем, что делает их одним из самых ярких акцентов в саду. Роскошные цветочные метелки этого вида будут удачно сочетаться со многими декоративно-лиственными и цветущими культурами. Такие цветы сложно не заметить даже издалека. Высокие соцветия лобелии прекрасной украсят не только ваши клумбы и цветники, они также красиво смотрятся в букетах. Размножает этот цветок посевом семян, черенкованием и делением куста. Лобелия прекрасная или визия – это цветы с необыкновенно ярким и эффектным цветением, которые смогут стать настоящим украшением любого сада. И уж точно эти довольно редкие многолетники вы не встретите в каждом саду. Я буду очень благодарна, если вы поделитесь своим мнением или опытом выращивания этих растений и напишите свой комментарий, какие еще редкие и яркие многолетние цветы вы можете посоветовать. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч в нашем добром саду.